Пишу красиво.ру. Нет у Ван Гога никакого тона. Вы выбрали подходящие для частного случая произведения, показали на них пятна. Это несерьезно, потому что еще множество найдется картин у Ван Гога, где не просто нет тона, а где тени хилые и трусливые. Трусливые тени, это гениально сказано. Откройте в серых тонах подсолнухи. Там же все цветы вместе с половиной вазы и столом залиты одним тоном. И что? Ну, работает же. Вот фишка какая, пишу красиво.ру. Тон один, а цвет работает. Это домашнее задание для всех нас. Гениальный вопрос, прям даже не хочется дочитывать, уже все сказано этим. Чистый примитивизм для пишу красиво.ру. Вот это все. Откуда там тональности взяться? Это ошибка, дорогие, но я еще не дочитал. Вы тоже намного чаще говорите про тональность, чем используете тональность в своих работах. Вот так. Тональность можно увидеть на сдержанных цветах, а не на ван-гоговской пестроте. Если хотите показать тональность, покажите Рембрандта. Ну, вот такое прочтение. Я не против Рембрандта, и не против Ван Гога, и не против того, что тон один, а цвет разный. Мне это настолько нравится. Это такие возможности, это такие открытия для тех, кто это понял и кто это применяет в работах. Но этому еще надо просто целую тему посвятить, целый эфир, я не знаю, часовой или годовой тону. Что такое тон? Это открытие для каждого художника. Для пишу красиво.ру тон – это просто вот перевести в черно-белую картинку, и они должны работать тонально. А представляете, как написать картину, все пятна в одном тоне, черно-белом, все вообще, а переводишь в цвет – работает. Вот как это? Никаких конфликтов нет. Но это просто задача – написать такую работу, все в одном тоне. Просто в одном тоне. Но работает. Давайте, кто смелый, сделайте это. И, ну, можно специально подобрать такой натюрморт, может быть. Такие сочетания объектов, там красный, зеленый, ну, я думаю, вы справитесь. И в Телеграм посмотрим на такую работу. Но нужно выстроить, чтобы действительно просто серое было поле. Ну, как дальтоников проверяют, когда я сдавал еще давно, наверное, сейчас тоже это есть, на права, на водительские. И там какие-то семерки, какие-то квадратики, кубики. В одном тоне дальтоник это не увидит. А тот, кто не дальтоник, видит разницу. Тон-то один, а цвет работает. Посвящение Христу, такой ник. Чтобы грациозно нарушать правила, они уже должны быть выгравированы на подкорке. Но такие темы смотрят те, кто сегодня узнал, что такое ритм в картине, и пошел гулять по YouTube в поиске. Я нарисовала картину, а понимаю чуйкой, чего-то не хватает. Думаю, именно композиция нарушена где-то. Композиция, на мой взгляд, это некая основа, о ней написаны сотни тысяч, наверное, книг, и каждый понимает ее по-своему. Одно, мне кажется, бесспорно, что ты разложил все по тону. Все у тебя работает в тональных отношениях изумительно. Но чего-то не хватает. Значит, точно композиция. Значит, с ней что-то не так. А как, если гениальные произведения – это сплошные нарушения правил композиции? У каждого своя чуйка, вы правы, посвящение Христу. И это интуитивное ощущение, что что-то недостроенное или не работает, говорит о том, что какие-то симметрии существуют, какие-то пятна взаимодействия друг с другом, может быть, одинаковой величины. Расстояние между пятнами, не между объектами, а пятнами, так негармонично взято, да, скомпоновано, что диссонанс происходит. Хочется отойти от картины, не смотреть на нее. Когда же происходит попадание, что ли? Когда это интересно максимально? Давайте посмотрим
на тело человека. На мой взгляд, это идеальная подсказка, что такое композиция. Все части, смотрите, ну голова, например, все не одинаково. Рот, нос, дырки какие-то, здесь глаза, туда-сюда, волосы, уши, какие-то завиточки. Не говоря уже о шее и так далее. Ничего, нет никаких повторений, ничего не повторяется. Все части под разными углами, как-то все это сколочено, это же подсказка того, что все в живописи должно быть абсолютно не одинаково. И расстояние все, и посмотрите, золотое же сечение 3 к 5 все время в косточках присутствует. А то, как человек стоит, ну если он ровно, как скала, я не знаю, как дрын такой, ну чего интересно. Как только все в движении происходит, посмотрите, под разными углами, так и в природе начинается интерес к этому. В картине нужно создать интерес углами, движением в кадре. Пусть все расстояния играют и гармонизируют в этой игре друг с другом. И их игра пусть будет гармонична благодаря различным углам, расстояниям, пятнам масс, величин вот этих площадей, что ли. Это нужно просто помнить об этом и, касаясь кисточки холста, делать эту игру, создавать ее. «21 урок. Тепло вечерних огней». Вечернее состояние довольно глубокое, и тем не менее мы находим различия между всеми составными. Есть фонари, которые на ближнем плане, на дальнем плане, море, гора, небо. И все это нужно уложить, работать пятнами и писать быстро, потому что состояние моментально уходит. Интереснейшая задача писать, естественно, нужно такие вещи с натуры, с фонариком на лбу. Записан урок, он длится всего там 24-25 минут. А лучше писать такие вещи, конечно, поменьше формат, чтобы успевать, может быть, несколько их в разное вечернее состояние, успевать несколько сделать и уловить вот эти вот нюансы неба меняющегося. Все меняется очень быстро, очень интересно писать. Вечернее — это моя любимая тема. Нужно писать точно, потому что вот безошибочно, что называется, потому что исправлять некогда. И все нужно разбить на некие составные. Я показываю и рассказываю в уроке, как это все происходит.